Ранним утром, когда солнце еще скрывалось за горами, а туман окутывал узкие тропинки, Сио Тун вел машину, увозя Тутен из пещеры. После ночного отдыха ее самочувствие улучшилось, но на лице все еще читалась усталость. Всю дорогу Тутен молчала. Ее взгляд был задумчивым. Она не привыкла к тому, что кто-то относится к ней так заботливо. Туан иногда бросал на нее взгляды, но ничего не говорил, давая ей возможность спокойно поразмышлять. Когда машина свернула на узкую дорогу, Туан заметил старушку, сидящую на обочине. Она держалась за ногу, лицо ее было искажено от боли. Неподалеку валялась большая вязанка хвороста. Похоже, она несла его домой, но оступилась и подвернула ногу. Туан тут же остановил машину. «Давай посмотрим, не нужна ли ей помощь». Тутен кивнула и поспешно вышла из машины вместе с ним. Она присела рядом со старушкой и обеспокоенно спросила: «Бабушка, вам плохо?» Старушка подняла взгляд, ее глаза отражали боль. «Я подвернула ногу, не могу идти, но мне нужно принести этот хворост, чтобы приготовить завтрак». Тутен посмотрела на тяжелую вязанку дров, затем перевела взгляд на Туан, в ее глазах читалась решимость. «Я помогу вам». Туан мягко добавил: «Мы отвезем вас домой, не волнуйтесь». Он аккуратно помог старушке встать, а Тутен тем временем подняла вязанку хвороста и взвалила ее на плечо, хотя для нее это было нелегко. Они медленно шли по узкой тропе к ее небольшому дому, стараясь не причинить ей еще большей боли. Когда они дошли, старушка, полная благодарности, пригласила их в дом. «Спасибо вам, дети мои, без вас я бы не справилась». Тутен поставила хворост и с мягкой улыбкой сказала: «Не стоит благодарности, бабушка, это было правильно». Туан достал из машины коробку молока и протянул ей. «Берегите себя, не таскайте тяжелое в одиночку». Старушка с волнением смотрела на них, снова и снова благодарила. После того, как они попрощались и ушли, Туан и Тутен продолжили путь к его дому. Когда они подъехали, Тутен замерла у ворот, слегка колеблясь. Она никогда не ступала в такие красивые и просторные дома. Часть ее боялась, а вдруг это место ей не подходит. Туан заметил ее нерешительность и мягко сказал: «Не волнуйтесь, просто заходите и отдохните». После небольших уговоров Тутен все же кивнула и вошла. Она не знала, что ждет ее впереди, но одно было ясно – теперь она больше не была одна в этом мире. Пикап остановился перед воротами огромного особняка. CEO Туан Тутен сидела на пассажирском сиденье, молча глядя на высокие железные ворота перед собой. Она чувствовала легкое волнение, даже некоторую тревогу. Она никогда раньше не бывала в таких роскошных местах. Блестящая плитка, безупречные архитектурные линии – все это казалось ей чуждым, ведь она привыкла к простой жизни среди природы. Туан заглушил двигатель, повернулся к ней и мягко сказал: «Проходите. Считайте, что это ваш дом». Тутен сжала край своей одежды, в ее глазах мелькнула нерешительность. «Я не знаю, стоит ли мне заходить. Это место не для меня». Туан улыбнулся, его голос был терпеливым. «Никто не говорил, что вы не можете войти. Вы помогали многим людям, а теперь позвольте кому-то помочь вам». Его слова прозвучали как поддержка, и Тутен почувствовала себя чуть увереннее. Глубоко вздохнув, она медленно вышла из машины. Зайдя внутрь, она была поражена еще больше. Все здесь было безупречно чистым, аккуратным, а интерьер из дорогого дерева создавал одновременно уютную и элегантную атмосферу. Туан провел ее к дивану и налил стакан воды. «Выпейте немного. Вы устали за весь день». Тутен осторожно взяла стакан и сделала несколько маленьких глотков. Постепенно чувство неловкости стало исчезать. Через некоторое время Туан сказал: «Я подготовил для вас чистую одежду. Примите душ, это поможет вам расслабиться». Тутен удивилась. Она не ожидала, что он окажется таким заботливым. За всю свою жизнь никто еще не ухаживал за ней таким образом. «Спасибо, но я не хочу доставлять вам лишние хлопоты». Туан покачал головой. «Вы никого не обременяете. Вы слишком измотаны и должны позаботиться о себе. Примите душ, а затем поужинаем». Глядя в его искренние глаза, Тутен наконец кивнула. Она встала, взяла чистую одежду и направилась в ванную. Теплая вода смывала пыль и усталость, накопившиеся за последние дни. Тем временем Туан спустился на кухню и начал готовить ужин. Он не часто готовил, но сегодня ему хотелось сделать что-то своими руками для этой девушки.
той, кто прошел через столько боли, но сумел остаться сильной. Он открыл холодильник, достал ингредиенты и начал готовить. Он ничего не говорил вслух, но внутри него что-то изменилось. Какая-то особенная забота и теплое чувство к ней уже прочно укоренились в его сердце. В просторной кухне Туан тщательно готовил ужин для Тутен. Он не был человеком, который часто стоял у плиты, но сегодня ему хотелось приготовить для нее горячую тарелку рисовой каши, чтобы помочь ей восстановить силы. Аромат куриной каши с зеленым луком наполнял воздух, создавая в этом тихом доме теплую атмосферу. В гостиной Тутен, уже переодетая в чистую одежду, села на мягкий диван. Свежий воздух и спокойствие огромного дома казались ей чем-то непривычным. За долгие годы одиночества она привыкла к скромной жизни, к случайным приемам пищи и беспокойному сну. Но теперь кто-то заботился о ней, кто-то думал о ее еде, о ее отдыхе. Это вызывало у нее странное чувство, словно что-то в ее сердце начало смещаться с привычной траектории. Она слегка оперлась на спинку дивана, задумчиво осматриваясь вокруг. Но внезапно ее охватило головокружение. Перед глазами все закружилось, и она рефлекторно схватилась за край дивана, пытаясь удержать равновесие в вчерашний тяжелый день. Тревога, переживание и усталость полностью истощили ее силы. Она пыталась глубоко вдохнуть, чтобы прийти в себя, но ее зрение начало затуманиваться. Тутен больше не могла удержаться. Ее тело медленно ослабло, и она без сознания упала на диван. В этот момент Туан вышел из кухни, держа в руках тарелку горячей каши. «Тутен, каша готова, поешь немного». Но, взглянув на диван, он застыл. Перед ним Тутен лежала без движения, ее лицо было бледным, а губы почти потеряли цвет. Тарелка чуть не выскользнула из его рук, но он вовремя поставил ее на стол и бросился к ней. «Тутен, что с тобой?» Он опустился перед ней на колени, осторожно похлопал ее по руке, но она не реагировала. Ее дыхание было слабым, а тело холодным. Его сердце вспыхнула тревога, какую он никогда раньше не ощущал. Он никогда не видел ее такой хрупкой. Не раздумывая ни секунды, он тут же подхватил ее на руки и быстрым шагом направился наверх. «Кто-нибудь! Срочно вызовите врача!» Его голос был наполнен беспокойством. Слуги тут же побежали выполнять приказ. Туан осторожно уложил ее на кровать и накрыл теплым одеялом. Глядя на ее бледное лицо, он чувствовал, как в груди у него сжимается что-то тяжелое. Почему она довела себя до такого состояния? Почему она не сказала ему, что ей плохо? Волнение в нем только нарастало. Он еще не мог назвать то, что чувствовал, но одно знал точно – он не позволит ей больше страдать в одиночку. Тон сидел на краю кровати, его взгляд был полон беспокойства, пока он смотрел на без сознания лежащую Тутен. Дверь распахнулась, и в комнату вошли врач и медсестра с медицинскими принадлежностями. Туан сразу же встал, уступая место. Она слишком переутомилась, к тому же плохо питалась, из-за чего ее организм сильно ослаб. «Пока что мы поставим капельницу для восполнения питательных веществ, но ей нужно полноценное питание, отдых, чтобы восстановиться». Слушая это, Туан почувствовал, как у него сжимается сердце. Тутен так долго сражалась в одиночку в этом суровом мире, что даже забыла заботиться о себе. Он стоял рядом и наблюдал, как медсестра аккуратно вводит иглу в ее руку, позволяя питательной жидкости медленно поступать в ее ослабленный организм. Туан не отводил взгляда. В его сердце росло чувство беспомощности и сочувствия. Когда врач закончил осмотр и подтвердил, что состояние стабилизировалось, Туан проводил его до двери и твердо сказал: «Если ей что-то понадобится, сразу говорите мне. Я хочу, чтобы ей обеспечили наилучший уход». После ухода врачей Туан вернулся в комнату и снова посмотрел на спящую Тутен. Вздохнув, он тихо вышел и направился на кухню. Хотя в доме были слуги, в этот раз он хотел сам приготовить для нее что-то теплое. Он не хотел, чтобы она проснулась еще слабее, чем была. Открыв холодильник, он достал рис, фарш и немного овощей. Поставив кастрюлю на плиту, он начал промывать рис и варить рисовую кашу. Тихий звук кипящей воды наполнял кухню, а теплый аромат медленно распространялся по дому. Туан осторожно помешивал кашу, следя, чтобы она не подгорела. Когда все было готово, он налил горячую кашу в миску, немного подул, чтобы остудить, и аккуратно понес наверх. В этот момент Тутен слабо пошевелилась. Ее глаза медленно открылись, взгляд был все еще затуманен, но, увидев Туан, она удивленно моргнула. «Вы!» – ее голос был хриплым. Туан мягко поставил миску на стол и помог ей приподняться.
Ты проснулась? Поешь немного, врач сказал, что тебе нужно восстановить силы. Ту Тен на мгновение замерла. Она не ожидала, что Туан, занятый CEO, сам приготовит для нее кашу. Вы сами это приготовили?» Туан кивнул, его взгляд был серьезным. «Просто ешь, потом отдыхай». Она немного помедлила, затем взяла ложку и медленно поднесла ее ко рту. Теплый вкус нежно растекался по ее губам. Это было не что-то особенное, но в каждом глотке ощущалась искренность. Никто никогда не заботился о ней так раньше. Туан смотрел, как она ест, и почувствовал легкое облегчение. Возможно, впервые в жизни он так сильно волновался за кого-то. После того, как Тутен доела тарелку горячей каши, приготовленную Туаном, она почувствовала себя легче. Хотя слабость все еще присутствовала, силы постепенно возвращались. Увидев, что она съела все, Туан почувствовал облегчение, но все же напомнил ей: «Ты все еще слишком слаба, тебе нужно больше отдыхать, не перенапрягай себя». Тутен кивнула, в ее глазах светилась благодарность. Впервые за долгое время она ощущала искреннюю заботу со стороны другого человека. После того, как он убедился, что все в порядке, Туан быстро переоделся и отправился на стройку. Работы было много, ему нужно было лично проконтролировать ситуацию. Когда он прибыл на место, группа рабочих собралась возле строящегося моста, их лица были напряженными. Туан вышел из машины и сразу понял, что произошло что-то серьезное. К нему подбежал один из руководителей стройки и обеспокоенно доложил: «Антуан! Ночью шел сильный ливень, вода поднялась слишком быстро и затопила всю территорию. Сейчас мост полностью затоплен, и жители не могут перейти на другую сторону». Туан нахмурился и быстро направился к месту затопления. Перед его глазами бурные потоки воды размыли часть фундамента, вызвав небольшие оползни. На другом берегу стояла группа людей, не зная, как перейти на эту сторону. Не теряя времени, Туан обратился к инженерам. Его голос звучал уверенно и строго. «Срочно проверьте безопасность конструкции. Если есть угроза дальнейшего обрушения, немедленно займитесь укреплением». Затем он повернулся к рабочим и дал дополнительные указания. «Нам нужно срочно сделать временный проход для людей. Используйте мешки с песком, чтобы заблокировать воду и создать надежную опору». Рабочие быстро принялись за дело. Под руководством Туана они сложили мешки с песком, сформировав временную дорожку, по которой жители могли безопасно пересечь затопленный участок. Пожилая женщина, стоявшая на берегу, с тревогой смотрела на бурный поток Туан. Подошел к ней, осторожно взял ее за руку и мягко сказал: «Не волнуйтесь, мы проведем вас в безопасное место». Он сам помог старушке перейти через воду, следя за каждым ее шагом. Туан не только руководил строительством, но и лично заботился о людях. Когда последнего жителя удалось перевести на другую сторону, он с облегчением выдохнул. Несмотря на ущерб, нанесенный проливным дождем, главное было то, что никто не пострадал. Он повернулся к инженерам и твердо сказал: «Приступайте к укреплению фундамента сегодня же. Я не хочу, чтобы из-за этого возникли какие-либо задержки». Глядя на бушующий поток воды, Туан понимал, что его задача не просто построить мост, а сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасность каждого человека. Khác. Tử Tiên bước ra khỏi căn nhà đã từng là tổ ấm của mình. Bước chân cô nặng nề như có ai đó trói chặt. Trời không mưa nhưng lòng cô bão tố. Những giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên má, hòa vào nỗi đau đớn tận cùng của một người phụ nữ bị phản bội. Cô chẳng mang theo gì ngoài vài bộ quần áo cũ kỹ và trái tim vỡ nát. Bóng lưng cô nhỏ bé đơn độc giữa con đường làng quen thuộc, nhưng giờ đây lại xa lạ vô cùng. Cô không biết mình sẽ đi về đâu, sẽ làm gì. Tất cả những gì cô từng có, từng gìn giữ suốt 5 năm qua, giờ đây đã chẳng còn thuộc về cô nữa. Có lẽ điều đau đớn nhất không phải là bị đuổi khỏi nhà, mà là nhận ra mình chưa bao giờ thực sự được xem là một phần của nơi đó. Cô đã từng cố gắng, từng nhẫn nhịn, nhưng rốt cuộc cô vẫn chỉ là người dân trong chính gia đình chồng mình. Và giờ cô rời đi với hai bàn tay trắng, nhưng lòng đầy những vết thương không bao giờ lành. Tử Tiên rời khỏi ngôi nhà mà cô từng coi là tổ ấm.